Джавахирыч Синдарыч, победитель мемориала Народицкого. Турнир завершил на втором месте, но по правилам турнира первые два места играют в тайбрейке. А это две блиц-партии, которые Синдарыч уверенно забрал против вот этого вот мужчины Аравинд Китхамбарам. Итак, в этой партии Джавахирыч задвигает пихунделя Е4, мужчина из Индии отвечает Ж6. Такая себе начинающая защита. Перца Уфимцева Д4, слон Ж7, конь С3, Д6. Ей-богу, защита Уфимцева, в которой надо делать рокировку в длинную сторону и надвигать пешки королевского фланга, чтобы вскрывать черного терпилу, раскрывать, бомбить и атаковать. F4 пошла пешка вперед, Синдаров сразу же заявляет, что он тут батя в центре, он всех здесь в центре будет кошмарить. Конь F6. Аравинд. Какое сложное имя. Давайте я просто его буду называть Джимми. Конь F3 играет Синдаров, Джимми рокирует, слон D3, слон G4. Теоретическая игра в защите перца Уфимцева. Лучшим ходом в этой позиции является H3, чтобы снять напряжение в центре, например, после H3. Слонина может пердолить на поле F3, ферзь забрал, конь C6, и тогда слон E3 с интрижкой рокировки в длинную сторону, ну или же в короткую сторону, чтобы более спокойно играть в шахматы. Но спокойно здесь в шахматы никто играть не будет. Против Синдарова играет Недубов, но все равно партия получилась очень интересная. Все-таки этот Джимми забрал этот турнир по очкам, но по тайбрейку Синдаров его обогнал. В партии после слон G4, Джавахирыч слон Е3 сюда. Сандалит Е5, сразу же по центру надо играть. H3, забрал и на D4 пешечку кусает. Пешечка на D4 взята слоном на поле D4, угрожает на пихон пешки G4, потом H4, H5, чтобы раскрепостить черного короля и поставить ему мат. Хотелось бы. Конь c6, конечно, надо с темпом развивать своего конину. Конячка атакует слона, слон не защищен, поэтому слона надо куда-то на e3 или на f2. Джавахирыч избирает f2, чтобы превентивно защититься от потенциальных шахов на поле h4. Конь на d7 пошел, рокировка, слон c3 и bc. Кстати, очень интересное решение, почему этот мистер Лысина отдал своего слона, который защищает, по сути, весь этот королевский фланг. В то же время, как у белых, есть чернопольный слон, который может войти и навести шороху. Также угрожает f5. Короче, что-то здесь и индийский гроссмейстер накрутил бигудей. Ферзь выходит на f8, атакует пешку на поле c3, хочет ее захавать. Слон c4. Синдарыч не боится всех этих приколов. Боковым ударом защищает пешку на поле c3. Ладейка e8, чтобы сделать больше напряжения в центре, не допустить продвижения e5, хотя оно и так недопустимо на данный момент. Подтягивает Синдарыч вторую ладью. Конь сюда пошел на b6, слон b3. Пора бы уже надвигать пешки, пора бы уже поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще не подписан. Конь А5, чтобы выкурить этого белопольного слона неприятного, надо его здесь выкурить. Ладья Е1, чтобы все-таки провести какое-то Е5 или слон Д4, также можно уже задвинуть. Почему не двигает, интересно, смотрим дальше. Конь идет на С4, А4. Идея хода конь С4, чтобы просто слегка погонять воздух, включить вентилятор. А6, слон Д4, наконец-то нападение на этого вонючего ферзя. Ферзь H4. И посмотрите, какая ладья прекрасная на поле F8 стырчит. Казалось бы, ходом E5 можно вот здесь как-то раскрыть, а потом пем-пем-пем и на ладейку запал. Но там есть еще конь D6, поэтому как-то вот так. Сначала ладья E2, потом B5. Джимми атакует ферзевой фланг, желает разменяться на поле b5, чтобы было хорошо на ферзь. Размен на поле b5. И вот здесь, войдя в азарт, Синдаров попытался сразу же раскрыть все секреты и неожиданности своего оппонента. Он пихает пешку на f5. Ошибка. Лучше было бы сыграть e5. Почему e5? Ну, например, пихаем e5. Надо отступать ферзем на d8. Потом ладья e1 сдвоился. И на ферзь d7, ферзь g3. Чтобы перевести своего ферзя на h4, на h6. Потом скинуть пешку и поставить мат на поле g7. Но в партии после АБ Джавахир все же пытается намутить жесткую атаку, играет f5. На!
Конь Е5, конечно же. Коня надо фиксануть на прекрасном центральном поле. Чтобы не терпеть этого коня, надо его минуснуть. Ладья Е5 и слон Д5. Конь на краю доски. Ну, вы знаете из предыдущих моих видео, что это значит. Но есть ход С6, которым Джимми и пользуется. Слон отступает на А2, чтобы не менять. Конь на поле А6 дрова. Плюс подвисает пихундель на поле Д6. Надо как-то что-то там. Конь Б6, чтобы защитить этого пихунделя. И сейчас у нас будет развиваться жесточайшая атака. Но сначала ошибка. Сначала ошибка, которая позволяет забрать пешку на поле Е4. И после взятия на Ж6, HG, ферзь F6, ничего не происходит. Черные уже могут играть на победу, так как минус 1,5 у белых. Но Джимми выпускает свое счастье. Пешку на Е4 брать не собирается. Он сначала решил пропихнуть старину на поле G7. И это выпуск. Джавахир дает ему тычок, этот назад, и ладья Е1. Еще одна ошибочка под воздействием времени, ведь Джавахир играет на добавлении. У него осталось меньше 10 секунд, а у этого Джимми минута. Так что Джимми может подумать, но этот скилл ему сильно не помог в этой партии. Конь c5. Все ради пешки e4, g3 ферзя отдаем. Предлагаем забрать пешку на поле h3. Но на h3 никакой фраер за гаражами брать не будет. Если же забрать пешку на поле h3, следует ладья h2. И ферзь должен отступать сюда подальше. Потом ферзь f4. И с входом ферзя на поле h6 с угрозами мата на g7 и на h7. Поэтому единственный ход, который парирует эту угрозу, это ферзь a7. И теперь при случае вот таких прыжков, конь e4, внимание, вылетает мивина из поля h7 по самые не балуй. И теперь куда бы ты ни отступил, последует обычное взятие пешки. Все, забаррикадировался, слон висит, подымай белый флаг. Но понятно, что после хода g3 никакой елоп на h3 брать не будет. Мистер Джимми отводит своего ферзя сюда, на поле а6. Король подходит на g2 и ладья e8. Все ради пешки e4. И обратите внимание, в этой позиции позиция у Синдарова хуже, но это не мешает ему затащить, перевернуть эту партию через несколько ходов. Ты также можешь проверить лайк этому видео, если ты его еще не поставил, и подпишись, ведь в декабре мы будем обозревать матч за шахматную корону между Кокешем Дамараджу и Синдаровым. Сюда на Е2 пошел. Ладьей защитил пешку ладья. 8 черные перехватывают с легонца инициативу. Слон Б3, ладья А3 и ладья Д1. Синдаров нападает на пешку Д6, пытается пропихнуть свою ладью в депутаты, чтобы здесь этого главного оппонента минуснуть. Ферзь Е8. Сразу же защитить пешку на поле Д6. Ферзь F4. Идея этого хода в том, чтобы сначала сдвоиться на D2, потом забрать ладью ферзем и сыграть на d8, связать ферзя с матовыми угрозами на поле d8. Например, если сейчас черный играет какую-то лабуду, например, там ладья 6, например, можно даже тяпнуть вот так. И если забрать сюда, ладья d2, ферзь f8, ферзь e5, теряется пешка. Но вместе с пешкой теряется партия, так как единственный ход это ладья А8. Но черные также могут долбануть слона на поле Б3 после размена, сыграть, например, H5. Но тогда просто ферзь Е7 с угрозой ферзь D8. И если сюда теперь отойти, ладья D7. С выигрышем в этой партии позиция плюс 5, некуда деваться. Вот такой вариант мог бы быть, если бы после ферзь F4 черные сыграли какую-то лабуду. Но лабуда, конь b3, Джимми решает отыграть пешку на поле b3, забрал, ладья d2, угрожает взятие на поле d6, пешку пропихнуть нельзя, но можно забрать пешку на поле c6. Ага, сначала решил защитить, молодец, ладья d6 все равно следует, ладья d6 ошибка, которая решает в принципе всю эту партию. После взятия на d6 Джимми должен был объявить шах, и после король f1 сыграть условная ладья b1, если тяпнуть на поле b1, тогда ферзь d6. И ничья на доске. Но Джимми на секундах, на стрессе, на адреналине играет ладья d6, ферзь d6, ладья d6, h5. И как бы не было странно, этот эндшпиль в дрова.
Все слито, все проиграно, некуда бежать, некуда деваться. Предлагаю тебе поставить видео на паузу, поискать лучшие ходы в этой позиции, еще раз проверить подписку. Если ты кайфанул от разбора, если не кайфанул, смотри другие разборы. Е5 надвигает Джавахир, угрожает просто провести пешку вперед, но сначала там еще шах надо бы оформить. Ж5 пошел сюда, Джимми, ладья d8, в этой позиции Джимми сдался, потому как неизбежное король h7 ведет к неизбежному e6. И если сейчас забрать пешку, последует просто f7 с угрозой нового ферзя. А если дать шах, тогда король f3. Но можно еще как-то после d8, тут в принципе уже некуда деваться, кроме как король h7, e6 следует по-любому. Если не брать эту пешку, а сыграть, например, вот сюда королем, чтобы на взятие забрать королем, тогда белые нифига здесь никого бить не будут, они просто пойдут пешкой вперед. И шах на b2 никак не спасает, так как король сюда, даже если g4 ты вот здесь сыграешь шахом, король g4 просто ладья e2, чтобы убить этого ферзя, но тогда ферзь забрал, и без ладьи оценка позиции плюс 81, плюс 61, поэтому здесь как бы преимущество налицо. Кликай по конечной заставке, смотри другие видео, например, как Гукеш лютой жесткой атакой, чемпион мира, который будет играть с Синдаровым, размотал Ани Шагири. Эту партию ты должен посмотреть, ибо Гукеш показал зубки свои индийские.